Всем привет! Должна была быть третья часть по Хаги-Ваги, где мы с вами бы связали голову, но показать ее я вам не смогу, потому что даже не верится, когда я сейчас это говорю, но началась война. И мне пришлось бежать из своего дома, из своего города. И, естественно, я не думала, что будет прям до такой степени страшно. И что эта война прям будет вот до такой степени страшная. Я думала, что уеду там ненадолго, сейчас все решится и все будет хорошо, я вернусь домой. В общем, я никакие вещи с собой не взяла, и хаги-ваги этого, которого вязала, тоже я не взяла. Поэтому я решила вам показать, рассказать. Вот в таком видео у меня мастер-класс, видите, даже карандашом написан. Но я сейчас вам попробую объяснить, как же я все-таки вязала. Кстати, да, вот видите, вот такой вот у меня маникюр. Я просто ногти обрезала, потому что они уже были длинные. Но, если честно, сейчас не до маникюров. Нет ни возможности и желания нет вообще что-либо делать сейчас вот в плане красоты. Потому что не знаю, что вы думаете по поводу войны. Кто-то из России особенно не верит в то, что у нас здесь происходит, или там, что мы сами себя бомбим и так далее и тому подобное. Потому что русские новости я тоже слушала. Но могу сказать, что я здесь живу, я это видела. И родственники мои, и друзья тоже это видели, поэтому война настоящая, страшная. Не дай бог кому-то такое пережить. В общем, я вам сейчас расскажу. Сейчас возьму розовую киси-миси и покажу примерно, вот как я вязала. И думаю, вам объясню, и вы поймете, как связать эту голову. Так, смотрите, во второй части мы закончили на том, что должны были провязывать уже ручки. Вот это просто игрушка, которую забрал мой ребенок, когда мы уезжали из Харькова. Поэтому я вам покажу на примере этой игрушки, как связать дальше. Вот я вам рассказываю, как мы будем провязывать ручки. Но опять же, смотрите, я вот здесь вот написала, если у вас что-то будет не сходиться, то просто провяжите там пару петелечек больше или меньше, там должно все будет получиться. Вот 81 ряд у нас был, где мы должны были провязать ручки. Я вязала 11 столбиков без накида, потом 10 столбиков без накида с ручкой, потом по спинке 15 столбиков без накида, снова 10 столбиков без накида с ручкой и 4 столбика без накида. У вас может получиться другое количество петель, может быть такое, поэтому вам главное нужно понять, что вы вот здесь вот провязываете до края, вот это, чтобы ручки у нас были с ножками параллельны. Главное, вам нужно понять, что с ручками мы провяжем с одной и со второй ручкой по 10 столбиков без накида. А там уже примерно распределите. Видите, у меня здесь впереди получается по животику 11 плюс 4, это 15 столбиков без накида, и по спинке 15 столбиков без накида. То есть вы тоже так прикиньте, чтобы у вас по спинке и по животику было одинаковое количество петель и по 10 столбиков без накида на ручках. Затем мы будем делать убавки, уже к шее переходить. 82 ряд, 3 столбика без накида, 1 убавка. И так сделаем 10 раз до конца ряда. Мы так сделаем. 83 ряд, 2 столбика без накида, убавка, тоже 10 раз мы сделаем. Видите, в конце ряда 30 столбиков без накида. 84 ряд мы провяжем просто 30 столбиков без накида. В 85 ряду 3 столбика без накида, 1 убавка. Так мы сделаем 6 раз. У нас будет 24 столбика без накида в конце ряда. 86 ряд 3 столбика без накида, 1 прибавка. То есть мы уже будем переходить на голову. Вот 86 ряд, 3 столбика без накида, прибавка, так сделаем 6 раз. 87 ряд, 4 столбика без накида, прибавка, тоже так сделаем 6 раз. Видите, 36 столбиков без накида получится. 88 ряд,
13 столбиков без накида, потом 3 прибавки, 15 столбиков без накида, 3 прибавки и 2 столбика без накида. В конце ряда 42 столбика без накида. 89 ряд, 13 столбиков без накида, потом делаем 3 раза 1 столбик без накида, 1 прибавка, затем 15 столбиков без накида вяжем, снова 1 столбик без накида, 1 прибавка 3 раза и 2 столбика без накида. 90 ряд, 13 столбиков без накида, затем 3 раза мы сделаем 2 столбика без накида, 1 прибавка, такую вот комбинацию 3 раза делаем. Вяжем 15 столбиков без накида, потом снова 2 столбика без накида, прибавка делаем 3 раза и 2 столбика без накида. И затем с 91 по 95 ряд включительно провяжем по 54 столбика без накида. Смотрите, если вдруг у вас будет как-то по-другому получаться, вам тоже тут нужно понять сам принцип, что нам нужна треугольная голова, и что вот эти вот прибавки, то, что мы по 3 раза делаем с одной и со второй стороны, это вот именно где, ну, по краям, чтобы у нас были мы, то есть будем здесь вязать просто столбиками без накида, сзади мы вяжем тоже столбиками без накида, а вот тут вот мы делаем прибавки, только по краям, делая вот этот вот треугольник. То есть вы тоже, если там у вас будет другое количество петель получаться спереди и сзади, то это тоже контролируйте, все регулируйте. Главное, чтобы у вас по краям шли прибавки. Так, мы закончили вот 96 ряд, видите, 11 столбиков без накида, а потом 3 раза будем вязать прибавка, 3 столбика без накида. То есть мы 3 раза вот эту комбинацию вяжем. Дальше 16 столбиков без накида. Вот я про вот эти вот говорю, видите, по передней части головы и по задней части головы контролируйте количество петель, чтобы у вас вот эти вот прибавки по 3 раза, что мы делаем, чтобы они у вас были именно по бокам, чтобы у нас получался треугольник. То есть тут мы провязали 16 столбиков без накида, и потом 3 раза делаем комбинацию прибавка и 3 столбика без накида. И до конца ряда 3 столбика без накида довязать. Дальше с 97 по 101 ряд включительно 60 столбиков без накида вяжем в каждом ряду. 102 ряд 18 столбиков без накида вяжем. Потом тоже сбоку делаем комбинацию вот эту вот прибавка 1 столбик без накида. 3 раза мы делаем. Затем провязываем 24 столбика без накида. И снова прибавка и 1 столбик без накида делаем 3 раза. И довязываем до конца ряда 6 столбиков без накида. 103, со 103 по 112 ряд включительно вяжем по 66 столбиков без накида. 113 ряд вяжем 18 столбиков без накида, а дальше прибавкой 2 столбика без накида свяжем 3 раза. 24 столбика без накида провязываем. И снова сбоку мы делаем прибавка 2 столбика без накида, тоже 3 раза мы так делаем. И до конца ряда довязываем 6 столбиков без накида. Затем 2 ряда 114 и 115, не 2 ряда, а 114, 115, 116 и 117. 4 ряда мы провяжем по 72 столбика без накида. Это мы, получается, свяжем полностью вот уже до этой части. Добавим наполнитель хорошенечко. И вот эту вот часть, именно вот здесь, вот видите, по сверху головы, вот край вот этот, нам нужно будет сшить. Я просто взяла обычную иголочку, либо вот эту пластмассовую иголочку можно продеть туда, ну, отрезать часть вот этой вот нитки или вдеть новую ниточку и просто прошить, зашить вот этот вот край. И голова у нас будет готова. Я же говорю, может у вас разное, ну, другое количество петель будет получаться, но главное смотрите, чтобы прибавки были по бокам. Так, вот этот рот я делала самостоятельно, к сожалению. Мне очень прям жаль, что не смогу вам его показать. Но видите, как жизнь нас вот так вот помотала. Меня, так сказать. Вас, может, и нет. Так, это у меня черный фетр. Черный фетр я просто сначала на картоне вырезала вот эту вот, ну, такой, как это сказать... Короче, вырезала на картоне рот.
все приложила сюда, вот к своей игрушке, все мне понравилось. Потом это просто перенесла на черный фетр, вырезала тоже. Вот эту вот красную губу я связала из какая-то нить Ализе Велюта. 5 крючком я связала просто 50 воздушных петель. 50 воздушных петель связала и просто приложила к фетру и прошила обычной иголкой с ниткой. Вот формируя вот эти вот все изгибы. Это просто я так прошивала. Все это сделали, потом берем белую ниточку, это у меня, по-моему, Ярнард Джинс, белая нить. Я, наверное, в начале мастер-класса рассказывала. Я просто тоже иголочкой взяла, повышивала, видите? Повышивала эти зубы. Вы прям можете взять фотографию Хаги-Ваги и вышивать эти зубки, вот как там на фотографии идет. Или у меня заскриншотьте. И просто вот так вот повышивали туда-сюда, и так получилось. Глазки я сделала из фетра, приклеила клеем-пистолетом, ну, термоклеем. Сначала вырезала белый кружочек, ну, из белого фетра, приклеила, а сверху приклеила кружочек черного фетра. Вот и все.